Приветствую, братва, с вами снова Сники Джо, и сегодня мы будем наконец-то рассматривать разницу между качеством кодирования видеокарт NVIDIA 10 и 20 серии. Я буду проводить сравнение на видеокартах GTX 1070, а также RTX 2080. Это две видеокарты, которые какое-то время занимали позицию перед самой лучшей видеокартой в серии, и их в общем-то можно более-менее себе позволить, не имея спонсоров. Однако, следуя логике NVIDIA, версия кодировщика в серии видеокарты будет всегда одинаковая, то есть на десятых 1060, 1070, 1080 версия будет одинаковая, так же как и на 20-х сериях RTX версия кодировщика тоже будет своя. Поэтому сейчас мы просто сравним версии и качество кодировщика в этих двух сериях видеокарт. Я настаиваю на том, чтобы вы сейчас переключили это видео в 4К режим на YouTube. Таким образом, вы увидите как можно больше сохраненных деталей по сравнению с 1080p, даже если у вас хреновый монитор из 90-х. Для видео в 4К YouTube использует кодек, который сжимает видео намного лучше, поэтому только глядя в 4К вы увидите какую-то заметную разницу. Ну а теперь поговорим про методологию тестирования. Я записал с основного игрового компьютера видео с битрейтом в 50 мегабит в секунду. Такого битрейта вполне достаточно, чтобы сохранить огромное количество деталей из исходного видео. Это толстое видео я добавил в OBS или воспроизводил через проигрыватель на рабочем столе. И делал запись OBS или стримил это видео через GeForce Experience. Я проводил эти тесты для 22 и 23 версии OBS. Люди, которые поддерживают меня на Патреоне, уже довольно длительное время имели доступ к оригинальным записям. Это записи, которые в 4К имеют практически неотличимое от исходного качества, и на которых на любом стоп-кадре видно абсолютно все детальки. Также имеется микс всех видео, которые я записал за все это долгое время, и в описании этого видео доступны все тайминги с разными профилями, описанием, а также утилизацией ресурсов компьютера, в случае, когда для кодирования использовалась только видеокарта, и когда единственной дополнительной нагрузкой на эту видеокарту было воспроизведение видео. Ссылки на все эти три видео и оригинального, а также двух нарезок со сравнениями доступны в описании данного конкретного видео, которое вы смотрите прямо сейчас. Для того, чтобы понять, как кодировщик ведет себя в разных ситуациях, я записал сцены с разной степенью интенсивности. На каждую из этих сцен в постобработке я добавил тесты для искажения видео без обводки и с обводкой. Это маленький текст, который обычно представляет или элементы интерфейса, или же ваш игровой чат. Также, потому что это большая и частая проблема для стримеров, я добавил тесты для веб-камеры. Это решение обусловлено тем, что в условиях низкого битрейта и большой интенсивности движения на сцене лицо обычно мылится. Ну и под конец тот видеофайл, который у меня получился в результате, я и гонял через OBS, а также через GeForce Experience. На выходе я получил набор примерно одинаковых по размеру и по длительности видеофайлов, которые для каждого кодировщика будут в движении показывать качество. Следует помнить, что ключевые кадры в этих видеофайлах не одинаково расположены, потому что запись начиналась в разные времена. Поэтому я не рекомендую проводить покадровое сравнение этих видео, но скорее смотреть на общее впечатление от сравнения в движении. Ну и так как в принципе видео слишком много, я сосредоточусь на пресете, который лучше всего показывает разницу в качестве. Если вы хотите посмотреть все видео, напоминаю, ссылки в описании. Ну и перед тем как мы начнем, маленькая прелесть. Когда вы стримите с RTX видеокартой, ваш компьютер нагружен немножечко сильнее, чем с GTX видеокартой. Это уже один из критериев, по которым вы не хотите обновляться на 20-ю серию чисто для того, чтобы обновить кодировщик. Для начала поговорим про OBS 22 версии, которая уже не актуальна. NVIDIA постоянно говорят о том, как же хорошо они обновили свой кодировщик и как он может соперничать с Faster пресетом и даже с Medium. Я только что переключил видео с Faster на 1070. Настройки такие же, и вы можете это видеть по центру снизу. А теперь переключил еще разок. Кто заметил разницу? Лично я разницу вижу только в самом маленьком тексте слева снизу, который я даже не накладывал на это видео. Сравним еще разок, но в приближении. Как мы видим, разницы нету, а файлы я действительно на временной ветке менял. Это значит, что в довольно плохих условиях с низким битрейтом 2080 просто обязана нас поразить, потому что она обгоняет Faster по заявлениям разработчиков. Ух, как я не терплю просто проверить все это. Начинаем сравнение, деточки. Если смотреть за веб-камерой, разница очевидна. Однако, насколько действительно эта разница будет существенна? Лично я все же предпочитаю вариант, который показывает кодировщик Faster X264.
Но давайте посмотрим на этот же пресет в более тяжелом варианте, с кучей травы. Я на всякий случай напоминаю, что это все еще не актуальная версия OBS, к актуальной мы перейдем чуть-чуть попозже. Однако мы можем сказать, что разницы между Faster или аппаратными кодировщиками NVIDIA нету. По крайней мере, такой разницы, за которую следовало бы переплачивать ранее. Поэтому давайте не будем тянуть кота за яйца и перейдем к новой, интересной версии OBS под 23 номером. Тестирование проходило в 3 этапа. Для начала я выбрал старый энкодер NVIDIA и записал все видеофутажи с ним. При этом использовал только видеокарту 2080. А также с новой версией кодировщика я записал футажи из 2080 и из 1070. При этом я переключал Look Ahead опцию. Однако 1070 была установлена в другом компьютере, а не в том, в котором я делал оригинальные тесты. Ну и чтобы вас долго не томить, особой разницы между ними нету, если только вы не включаете Look Ahead, который действительно помогает. Но разница с включенной и выключенной этой опцией проявляется не слишком очевидно и больше всего в статике. При этом лично я в своих тестах не заметил прямо-таки серьезной разительной разницы между 2080 и 1070 на новой версии NVENC. Но при этом новая версия NVENC однозначно выглядит лучше, чем старая версия. Все ссылки на эти видео находятся в описании данного конкретного видео, и вы можете прокликать по ним самостоятельно и посмотреть, какова была нагрузка на систему, а также как выглядит каждое конкретное видео с разными вариантами настроек. И несмотря на то, что я до этого говорил, что я не рекомендую сравнивать статичные изображения из-за разницы в ключевых кадрах, тем не менее я все-таки решил это сделать под конец этого видео. Сейчас вы видите старый NVENC на новом OBS. Видеокарта 2080. Теперь X264 Faster пресет во многом проигрывает. Fast пресет процессора в условиях жесткой нехватки битрейта выглядит идентично. Medium пресет процессора. Он уже обгоняет старую версию NVENC. Давайте сравним для наглядности. Как видим, X264 Medium уделывает старую версию NVENC. Динамические детальки сохраняются хорошо, но текст не очень. Теперь смотрим на 1070, на новой версии NVENC без Look Ahead. А вот она же, вместе с Look Ahead. Немножко легче читать текст и отличается вид веб-камеры. А вот так выглядит Look Ahead на 2080. Он очень много замыливает. Если его отключить, становится еще самую малость легче прочитать текст. Давайте освежим, как выглядит старый NVENC на 2080. На удивление, некоторые детальки сохранились лучше. Но, конечно, если мы смотрим на старый NVENC на 1070, этот кадр уже не такой классный. Во всем этом сравнении огромное количество вкусовщины. В различных ситуациях различные типы элементов на вашем экране выглядят по-разному. В данном видео я рассмотрел эти кодировщики в условиях низкого битрейта именно потому, что для стрима битрейта все время не хватает. Новая версия OBS однозначно меняет то, как выглядит NVENC. Однако я не могу сказать, что я всегда одобряю то, какие изменения были внесены. Я также не могу рекомендовать к покупке 20-ю серию видеокарты NVIDIA, если у вас уже есть 10-я и вы хотите только улучшить качество вашего видео. Черт возьми, по плану сохранения деталек 1070 зачастую выдает лучшие результаты, чем может это сделать 2080. И я точно вам могу сказать, что если ваш процессор умеет кодировать на пресете Medium, вам нахрен не нужны все эти аппаратные кодировщики от NVIDIA, потому что они все еще сосут большую жопу. При этом, если ваш процессор не умеет дотягивать до Medium, то аппаратный энкодер от NVIDIA будет делать неплохую работу по обеспечению неплохо выглядящего стрима. И на качество вашего стрима будет влиять в первую очередь ваши настройки, а также какой тип контента вы стримите. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, что-то из этого имеет смысл. И еще разок благодарю своих патронов за то, что они не выкинули меня нахрен на помойку, когда я очень долгое время филонил с этим видео. Надеюсь, те десятки часов работы того стоили. С вами был Sneaky Joe, всем пока, всем удачи. Если вам понравилось это видео, выполняйте ютубовскую рутину.